nobody's told you today they love you, I love you. И если никто не говорил сегодня, что он любит вас, я вас люблю. And there's nothing you can do about it. И вы ничего с этим не сможете сделать. So we're going to plow through a 12th step rather quickly. Итак, мы пробежим по 12-му шагу достаточно быстро. I've never talked about steps quickly, but we're going to try. Я вообще никогда не говорю о шагах быстро, но мы попробуем. And we're then going to open it for questions. И потом будет время на вопросы и ответы. I know we're hot, we're tired, you know. Я знаю, что жарко, что вы устали и так далее. But don't let your questions go unanswered. Но, пожалуйста, если у вас есть вопросы, не уходите, не задав их. Your life depends on it. Потому что от этого может зависеть ваша жизнь. Okay. Having had a Итак, spiritual awakening, пережив духовное пробуждение, as a result в результате of these steps, этих шагов, we tried to carry the message to addicts мы стремились нести это послание другим зависимым and practice these и principles in all our применять эти affairs. принципы во всех наших делах. This is the payoff. This is what? The payoff. The payout. Это уже как дивиденды от программы. If you work the steps up to Если here, вы работаете по шагам и сделали все шаги до этого шага, I told somewhere, I'll say it again. я говорил и еще раз повторю. When I came in, I was a half-stepper. Когда я только пришел в сообщество, я делал шаги так, наполовину. I admitted I was powerless over Я my признавал, addiction, что я бессилен перед зависимостью, and I wanted to carry the message to the addict. и сразу же у меня было желание нести эту весть другим зависимым. The middle stuff was for you guys. А все, что между этими шагами, это для вас, ребята. I was special. Я особенный. It didn't work. Но это не помогло. But if you get to this step, Но если вы дошли до этого шага, even if you haven't had a complete spiritual даже если awakening у вас полного духовного пробуждения не произошло, and you can't walk on water, и вы еще не способны ходить по воде, you will get it by working вы получите это, this step. работая по этому шагу. I'm going to put in my shameless plug for doing service in Narcotics Anonymous. When I came into Narcotics Anonymous in my city, there were two meetings. There was a Sunday night meeting and a Friday meeting. What about the plug? What's shameless plug? What does it mean? For service. What is it, shameless plug? Oh, it's a commercial. We can skip that. Это из рекламы какой-то было говорить, что я не понял. Пропусти это, говорит, из рекламы. Когда я только начал заниматься служением, у нас было всего 2 группы в городе. When I came into NA, there were two meetings in my city, Sunday and Friday. По пятницам и по воскресеньям. There were 25 people. 25 человек всего. And we didn't have home groups because we all went to every У meeting. нас не было домашних групп, потому что мы ходили на все эти 2 группы. Home groups came about because of our service structure. И домашние группы появились благодаря тому, что у нас появилось обслуживание. But I took part in this miraculous Но я принимал участие в этом удивительном, чудесном event событии. that I will be grateful for И за это я буду благодарен till the day I die. до самой смерти. Today we have Сегодня у нас есть 40, 50 meetings, 40, 60. 40, 50, 60 групп. Я не знаю, как точно. We have meetings that I have never been to yet, Есть даже группы, на которых я вообще никогда не бывал у нас в городе. which is amazing, Это удивительно. and we're still reaching out. И мы до сих пор несем эту весть. Now, in America, we made a mistake. В Америке мы сделали ошибку. We let the treatment centers Мы позволили реабилитационным центрам and the drug courts и судам send their people to us as the only way to get new members. отправлять нам людей с
делая это так, короче, сделав это единственным способом, где брать новичков. Вот это. And the people from drug court И люди, которых отправляют в суд за какие-то преступления, связанные с наркотиками, see our meetings as part of their им начинает казаться, что наши группы это sentence. часть пенитенциарной системы. And people from treatment centers А люди из реабилитационных центров, которые приходят, see us as part, when we say the program, they think когда мы говорим о программе, им начинает казаться, наверное, они связаны с реабилитационными центрами. program. И, наверное, их программа такая же, как в реабилитационном центре. There's nothing wrong with treatment centers, Ничего нет плохого drug по courts поводу реабилитационных центров или судов sending people to us, в том, что они отправляют нам людей. but we have to carry the message to the addict who still suffers. Но нам нужно нести весть о выздоровлении тем зависимым, кто еще страдает. We have to make sure that everyone knows И мы должны убедиться, что все знают, Narcotics Anonymous has nothing to do with что treatment centers анонимные наркоманы, как сообщество, не связано ни с реабилитационными центрами, ни с судами. or drug courts, but we have hope, Но у нас есть надежда. and we need to keep them here, И нам нужно этих людей как-то задержать их внимание у себя. and we need to carry the message Нам нужно нести весть in our everyday lives вообще в своей повседневной жизни. by living these principles. Таким образом, просто живя этими принципами. We can start with honesty, open-mindedness, and Мы willingness. можем начать с честности, непредубежденности и готовности. But when an addict sees you Но когда зависимый видит вас, living life different, как вы живете, Than you- очень than you lived before. отличающийся способ от того, как он живет. И когда он знает о том, как вы жили до этого, they will hear the message. вот тогда они услышат послание. I do not think anybody Я не думаю, started out as a young person and said, gee, I think I'll be a drug addict and die young. я не думаю, что какой-нибудь молодой человек говорит себе: круто, я сейчас начну употреблять наркотики и помру молодым. We wound up there for whatever reason. Мы начали употреблять по другим причинам. I'm not big on deciding why I'm a drug addict. Я не очень-то сильно могу разобраться, почему я наркоманом стал. It might be fun to debate, but I don't have time for it. Наверное, можно разобраться, но у меня нет времени вникать в это. The fact is, Факт есть факт. the joy of this program Радость этой программы gives me дает living in the мне light and carrying the возможность message. жить в свете и нести эту весть. And I don't need to worry about why I became an addict. И мне не нужно сегодня волноваться о том, почему же я стал зависимым. My sister didn't either. И моя сестра тоже не волнуется. Those are parts of my beliefs. Those are parts of me that are putting off the good I could do. I hear people all the time when we're sitting around. Если я буду в это вникать, это может помешать мне делать то хорошее, что я могу сделать. Drinking coffee and talking about why did we become drug addicts. Я видел, как люди сидят, пьют кофе, например, и обсуждают: ну вот, почему я стал наркоманом, как это могло произойти со мной. I have a real simple answer for you. У меня вообще простой на это есть ответ. Because we're the lucky ones. Потому что вам повезло, блин. We get a program Мы получили программу, given to us которую нам дали, that will give us guidance through life. и которая дает нам руководство для всей нашей жизни. And the only payment we have И единственное, чем надо за это заплатить, is to carry that message to the это addicts нести эту весть другим зависимым, who are still suffering которые до сих пор страдают. inside and outside that room. Внутри этой комнаты или снаружи ее. And I'm just going to close with one more of my stupid stories. Я расскажу вам под конец одну свою дурацкую историю очередную. A group of my people, my men, and I don't mean they're mine, I mean in my circle. Группа моих людей, я не имею в виду, что это прям мои люди. Это
просто мое окружение близко. We drove 300 or 400 miles Мы 400 миль как-то проехали to a convention. на одну конвенцию. Now, I like being here because Мне нравится быть здесь, потому что when I go to Los Angeles когда я еду в Лос-Анджелес, and they talk about going far away for a convention, например, и там говорят, мы поехали далеко, чтобы приехать на конвенцию, they can take a city bus. они просто садятся на автобус Far away for them is just и 10K, 10 clicks, 10 и едут kilometers. на другой конец города, и для них это далеко. But here, and where I 10 live, остановок проехать. Но вот здесь, например, те, кто приехали сюда, и в той части страны, где я живу, so we went up это there далеко. and we were sitting on И, короче, поехали мы туда, сидим, Sunday morning. утро, воскресенье, There were like 10 of us, где-то человек 10 нас было. and here's the picture. И вот такая картинка. Half of us were on motorcycles Половина из нас на мотоциклах, with leather jackets, в кожаных куртках, prison tattoos, с татуировками тюремными, hard looks, с таким серьезным видом. and we were getting Конкретно. very loud, И мы очень громко веселимся. and we were using strong language. И материмся. And I watched the woman who was seating Я everybody смотрю, at the little restaurant we were at. женщина сидит в этом маленьком ресторанчике, куда мы заехали. And of course, she'd been told to come over and throw us out. Наверняка... She was worried. Did you work in the restaurant? Yeah. Официантка. Наверняка ей сказали, слушай, выгони эту шумную компанию. And as she walked up, I watched the expression on her face. И когда она подошла, я увидел выражение ее лица. Because these 10 men were talking very loud Потому что эти 10 человек, мы говорили достаточно громко. and using those words И использовали все эти словечки, while they were discussing когда мы обсуждали, how God worked in their lives. как Бог работал в нашей жизни. I watched her walk across and she went, Я видел по мере того, как она приближалась к нам, как менялось ее лицо. because that's who we are. Потому что вот мы такие, да. They still threw us out. Но они все равно попросили нас уйти. But hey, I've been thrown out of better places. Но вы знаете, меня вышвыривали из мест и получше. Okay. The reason, I'm kind of closing down. Tomorrow, Причина, по которой я хочу сейчас завершить на этом моменте, I've been told потому что we're going to talk about relationships завтра мы будем говорить об отношениях and the traditions of our и program. традициях нашей программы, да? And then if we get some time, the service structure. But И если будет время, то и о служении. Но that's real boring. We'll be это в asleep. натуре очень скучно. Вы заснете. I love it and do it, and it's still real boring. Я люблю это делать, но все равно это скучно. But the 12 traditions Но 12 традиций, are going to guide us они могут быть руководством для нас, in how we conduct ourselves out in То- public. как нам стоит вести себя на публике. And how we conduct ourselves among each other. И как мы можем вести себя друг с другом. It's how we're going to apply these spiritual Это- principles О том, как применять духовные принципы в повседневной жизни, to the mission we have. имея ту миссию, которую мы имеем. Okay? Хорошо? Yeah. So now questions and answers. Yeah. Oh. I saw your looks out there, Вижу, как вы на меня смотрите. all going, maybe he'll shut up now. С таким видом, блин, может он хоть после этого заткнется. But maybe I was just seeing myself in you. А может, я просто вижу вас, себя. Do I have any questions? Есть ли вопросы?
Is there a sense of changing the sponsor after writing down the 3 steps? Okay, Хорошо. we're talking about changing sponsors. Мы говорим о том, поменять ли спонсора, да? After writing down the 3 steps. And it doesn't matter whether it's 3 steps, 2 steps, 1 step. Неважно, там, 1, 2 или 3 шага. You know, in America, they Вы call this знаете, thing temporary sponsors. в Америке есть такая штука, называется временный спонсор. When you're new, they say, get a temporary sponsor. И мы даже говорим людям, возьми себе временного спонсора. All sponsors are temporary. На самом деле все спонсоры временные. If I was sponsoring you and you worked 3 steps and needed to change me, Если бы я был вашим спонсором, сделал с тобой 3 шага, и тебе нужно было бы как бы, взять другого спонсора, поменять меня. if you came to me and we talked about it, I'd help you find someone you Если ты need. ко мне придешь и скажешь, я хочу теперь взять другого спонсора, я тебе сам помогу найти другого спонсора. If your sponsor is wrapped up in ego, which I have been at different times, Потому что если твой спонсор снова начинает проявлять эгоизм, как со мной бывало в разные периоды моего выздоровления, they might be resentful a little bit, but that's their problem. That's not yours. то у спонсора может возникнуть, resentment, обида какая-то на это, что ты I должен only ask- поменять. Но это его проблема. I only ask my sponsees to tell me Я прошу своих подспонсоров всего лишь сказать мне, so I can fill their slot with somebody else. что они I mean, I хотят only меня, have so much что они time. хотят другого спонсора, чтобы, может быть, я им мог помочь кого-то найти, если они не знают. So to go back to your question, Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, you've worked 3 steps ты сделал 3 шага and you decide you need to change и your sponsor, решил, что тебе надо поменять спонсора. correct? Да? Like that, something like Yeah. that. Okay. Almost. If you came to me with that Если бы ты подошел ко мне с этим, as your new sponsor, как к твоему новому спонсору, I would suggest the 3 of us sit down я бы предложил, чтобы мы втроем сели, so we can get through this. чтобы решить этот вопрос. And then I would ask you to review your first 3 А steps. with me. потом, если мы будем работать, я бы с тобой проверил, как ты сделал эти 3 шага. I do not require people redo their steps. Я не требую от людей, чтобы они переделывали шаги. If we sit down and review what Если you've мы worked сядем и on, пересмотрим, что ты делал, we can go forward мы можем идти дальше. unless I have some suggestions that maybe we need to do something. Кроме случаев, когда у меня будут реально какие-то предложения, что нам стоит сделать, прежде чем идти дальше. So if you need to change, change. Поэтому, если надо менять, меняй. I'm also not a believer in having more than one sponsor. I do not believe in having more than one sponsor. But you told that many people can help, yes? Yes. You have many men who help you. Yes. But the sponsor is only one. Sponsor special. Да, он говорит, я не из тех, кто верит, что должно быть у человека много спонсоров. Я его спросил, а вот ты говорил, что кроме спонсора тебе еще несколько человек помогают. Он говорит, да, мне помогают несколько человек, но один особенный спонсор – это особенный человек. And this is just my opinion. Это лично мое мнение. But if you do more than one, Если у тебя будет больше, чем один спонсор, you wind up shopping. у тебя начнется типа как шопинг в поисках ответа. Торги, да. If one sponsor tells Если you, один спонсор говорит, например, I never tell my sponsees they need to do something. но вообще-то вот я, например, никогда не говорю своим подспонсорам, что ты должен что-то But сделать. if one suggests Но если он предлагает, that you sweep the streets пойди подмети улицу, and you go to look for the other sponsor because they might give you a better answer. то ты можешь побежать к другому спонсору, а вдруг он тебе чуть полегче скажет делать. Because we're addicts. Мы же наркоманы. So I would say stick to it. As I said, I've had 3 sponsors. У меня было 3 спонсора. Tommy, my first sponsor, Первый спонсор Томми, who died. который умер. But my second Но sponsor, мой второй спонсор, he worked nights and I worked days. он работал по ночам, а я на работу ходил днем. His days off were Wednesday and Thursday. Его выходные были среда, четверг, Mine were Saturday and а у Sunday. меня суббота, воскресенье.
And I went to him and said, I need to Я change sponsors. пришел к нему и сказал, мне надо поменять бы спонсора. Because we just couldn't get Ну, together. потому что вообще не можем встретиться с тобой. And then I asked the sponsor I have now. И теперь у меня есть спонсор, который есть у меня сегодня. And I know that asking a sponsor is the hardest thing Я знаю, что попросить о спонсорстве – это тяжелая штука. to do. Это трудно сделать. Suck it up and do it. Короче, забейте на это и сделайте это. It was hard for me. Для меня было трудно попросить человека быть спонсором. Ларри, вот вопрос такой. На сегодняшний день, как вы припоручаете свою волю и жизнь заботе Бога? Может, какие-то есть у вас слова там, или какие-то действия делаете? Specific words or do specific Что-то actions. говорите себе там, вот, как вы Say это something to делаете? yourself when you do that. How do you do that? I use the third step prayer. Я использую молитву третьего шага. Take my will and my life. Show me how to live. Возьми мою волю, мою жизнь, научи меня, как жить. A lot of people add the word clean. Иногда люди добавляют, научи меня, как жить в чистоте. I don't think that's in the third step prayer. Я не думаю, что это о третьем шаге вообще. If I have a higher power. That's all I do. It's real simple. But because I've been doing it for a while, Это довольно просто, я это делаю уже долгое время. I have faith that everything will be Но okay. потому что я уже делаю это какое-то время, у меня есть твердая вера, что все будет хорошо. That's how I do. Но это как я делаю. Я имел в виду контроль, вы как отпускаете? About controlling things, about managing. About you managing? Как ты контролируешь, в смысле? Нет, вы, вот у вас Like как контроль, вы отпускаете, getting rid допустим, of если control. что-то начинаете контролировать, When you start как вы controlling его things, отпускаете? how do you get rid of control? You know, I do that with my 10th step too. Но я делаю это 10-й шаг у меня есть. But the key is, Но ключ здесь. how does that control work for you? Чем тебе этот контроль помогает? Он не мешает. Not, you know, I don't mean you. It doesn't help you, sir. Yeah. Yeah. It hinders him. So if it doesn't work, Если это не работает, I'm going to try and let it go. я попытаюсь и отпущу это. I'm going to put that down on my character defects and my shortcomings. Я запишу это в свой список недостатков, дефектов характера. And I was a control freak for many years. Потому что я вообще ужасный был контролер много лет. I hid it behind being nice. Я прятал то, что я любил контролировать, за такой витриной очень милого человека. But if you're wrapped up in chains, it doesn't matter whether they're velvet chains or steel chains. Но если ты находишься в оковах, неважно, какие это оковы, из чего они, вельветовые они или они железные, это все равно цепи оковы. And also for me, there's a big Также- payoff in not being in control. Для меня это очень большие дивиденды можно получить, отказавшись от контроля. If things go wrong, Если что-то пойдет не так, it's you. это, I mean, it's yours to work with. I'm not in control это твоя проблема, ты с этим работай, я ничего не контролирую. of what my sweet lady does. Я не контролирую, что делает моя любимая женщина. And even if she wanted to give me control, Даже если она хочет, чтобы я ее контролировал, I can't take it я не возьму этот контроль на себя. because I don't know how to use it. Потому что я не знаю, как им пользоваться. Okay? Понял? It takes time, Нужно a время. little bit at a time. Понемножечку, понемножечку. For us as men, we're taught we're supposed to be in control. Ну, мы, мужики-то, должны что-то контролировать, да? I think our cultures do it. Мне кажется, у нас в культуре это даже заложено. We're supposed to Мы have the answers. должны знать все ответы. Hell, I'm still trying to figure out the questions. Блин, я до сих пор над вопросами еще думаю. I ain't got no answers. Ни хрена ответов не знаю. So it takes time Так and you что do it. надо время и по чуть-чуть, понемножку делать и все. You know how you eat an elephant? Знаешь, как сожрать слона? One bite at a time. По кусочку.
Okay? Ладно? Кто следит? Будешь следить? He said that Sugar Bear died. In what cases Sugar Bear resurrects, wakes up? If it happens, in what cases does it happen that the old personality wakes up? I haven't faced that. Я не сильно с этим сталкивался. When I have my step work still written. You know, some people burn their step У work. меня моя работа по шагам вся написанная, она лежит до сих пор. Некоторые люди предпочитают ее спалить, но я не из них. Some kind of ceremony. Некоторые даже церемонии какие-то устраивают, там, сжигание шага. Mine is sitting in a journal beside my bed. Я держу это все у себя рядом с кроваткой. And it tells me Потому что это говорит мне Sugar Bear was not someone I wanted to know. о том, что сахарный медведь – это не тот парень, кого я хочу знать. He was Он был. I don't want him back. Он был, кем он был. If I went back out, I'm sure Sugar Bear could come back. If I what? Went back out to using drugs. Если я начну употреблять наркотики, то он вернется, да. And I'm going to share with you why I know that won't happen. Я поделюсь с вами, почему я думаю, что этого не случится. The next time a needle goes in my arm, В следующий раз, когда иголка воткнется ко мне в вену, a gun will go in my mouth. пистолет воткнется ко мне в рот. This is slow suicide, this is fast. Это одно и то же, потому что это медленное самоубийство, а это быстрое. I belong to a club. Я принадлежу к такому A клубу. couple of other men in here do too. Здесь тоже пару мужиков есть. It's called the No Matter What. Этот клуб называется I will not use как drugs культура no matter пофиг what. что. Что бы ни случилось. Я не буду употреблять наркотики, что бы ни случилось. I have a button I give my guys when they get a year clean. Я своим подспонсорным дарю медальку такую, когда у них год чистоты. Bonafide member of the No Matter What Club. Там написано член клуба, что бы ни случилось. It's kind of one of those geek things, Это такое, одна из наших приколюх, but it works. но это работает. My belief is if it's Я stupid, верю, что если это глупо, but it works, выглядит глупо, но это работает, then it's not stupid. да, значит, это не глупо. Okay? Ладно. Hedgehog. Hedgehog. You spoke about the 6th and the 7th step about shortcomings and defects of character. So in the 6th step, you write down your defects of character and shortcomings are the actions that you change and act different than before. Okay. Remember back in the 5th step, Помните, First step. помните еще в 4-м шаге our moral inventory, нашей моральной инвентаризации, when we did our 5th step with our sponsor, когда мы потом делаем над этим всем 5-й шаг со спонсором, we got those defects of оттуда мы character, получаем наши дефекты характера. those core things that happen. Вот эти вот самые глубинные штуки, то, от чего все происходит. And the shortcomings И недостатки are those actions out on our character defects. – это I have действия, которые я делаю, основываясь на этих дефектах характера. I have to rely on my higher power to remove my defects of character. Я должен положиться на свою высшую силу в вопросе устранения своих дефектов характера. Did I tell you guys how I got my clean date? Я говорил вам, как… What clean date? The 20th of May, 1986. How did you manage to get sober? Я… Clean. Yeah, sorry.
Я рассказывал вам, как вообще вот в 86-м году, забыл какого мая, я обрел чистоту, нет? Как это получилось вообще? I know I shared it somewhere, but I've spoken a number of places. And Я знаю, что где-то я делился, не помню где. I get confused. So when I got clean, I did not understand what they were, what your clean date and your birthdays were. And after I'd been clean for a while, I went to my sponsor and I said, "What the hell does this mean?" And he said, "Pick a day that you know you were clean, Так получилось. and then celebrate that every year to show that it works and to yourself and to others." Так получилось, что я перестал употреблять, уже ходил на собрание. Вот когда я начал работать со спонсором, я сказал ему, все называют даты, а я не помню, в какой день вообще это случилось. Он говорит, ладно, возьми любой день, когда ты точно знаешь, что ты уже не употреблял, и празднуй это каждый год. Ну все. So I chose May 1st. Поэтому я выбрал 1 мая. And he said, А он сказал, "Now back it up 3 weeks." I think the 20th had to do with when the meeting was. He said, "Back it up 3 weeks, because the hardest lie to spot is the one you tell yourself." And that's why I can't rely on my own brain to help defects of care. why did he say to back it up? I didn't get it. Oh, back it up because I was a drug addict. And I was probably lying to myself. Мгм. Когда я сказал, ну пусть это будет 1 мая, so it's the end of May. А он говорит, не, добавь теперь 3 недели. Я его спросил, а почему? Он говорит, ну как почему? Спонсор же знает, что я наверняка приврал себе, добавил немножко. Поэтому он говорит, ну все равно ж не знаешь дату, добавь себе 3 недельки. И все, поэтому я праздную как конец мая. But that was a great lesson for me Это для меня был хороший урок. because I can't spot what's wrong with the way I think because of the way I think. Потому что я не знаю, что неправильно в моем мышлении, только лишь потому, что я мыслю неправильно. And that's a job my sponsor can help me И with. вот это работа моего спонсора, помогать мне с этим. Thank you. Кто следующий? Два вопроса. Что для вас забота Бога? Второй вопрос. Почему у вас шум? The first question is, what is care of God for you? And the second, why do you have these different color on your shoes? Oh, okay. Good questions, both. Классные оба вопроса. The care of God for me Забота Бога для меня is that drowning man – это то, что тонущий человек holding on to rocks. с 2 камнями в руках. I don't need to carry those rocks. Больше не нужно ему держать эти камни в руках. My sponsor told me Мой спонсор сказал мне, that if I'm in the middle of a lake если я посреди озера, in a leaky rowboat in the middle of a big rainstorm, в лодке, которая, с пробоиной, которая тонет, и идет шторм, I'm not alone because God's with me. я все равно не один, потому что Бог со мной. But if I want to get to shore, Но если я хочу добраться до берега, God don't row. я думаю, Row. I got to row myself. Бог не будет гребсти, мне надо гребсти самому. God teaches me how to row my boat to shore. Бог учит меня, как грести к берегу. That's what the care is. And my Вот в experience has этом его been забота. Мой опыт, God will not protect me from bad things happening. Бог не будет защищать меня от всякой фигни, которая может случиться. I've lost people close to me, all of this kind of stuff. Я терял близких людей и все такие прочие вещи. My oldest son that I don't talk about too much. Я не разговариваю о своем старшем сыне. He got married to a young woman, Он женился на молодой девушке. and they were the cutest little couple. Они прекраснейшая была молодая пара. And they lived in a cute house, Они жили в красивом and доме, they drove a cute car, на хороших машинах ездили. and they probably made cute love, И, наверное, хорошая любовь у них была. and they had a cute baby. И красивый ребенок у них был хороший. And on her 3-month post-birth checkup, they discovered a lump that became a mass,
It killed her. Huh? In 3 months, what? He doesn't know what happens in 3 months after you have a baby, ladies. Через 3 месяца после того, как родился ребенок, You go back to the doctor. идете снова к доктору. It's your standard checkup in Это America стандартная проверка в to make sure Америке, you're okay чтобы убедиться, что все. After birth or before? afterward. После рождения, да, через 3 месяца обследование стандартное. So on hers, И у нее they found this lump on the X-ray, нашли, ultrasound, whatever they это did. опухольное, я не знаю слова, это что-то нашли. And they thought it was a tubal pregnancy. И It они wasn't. подумали, что это... It was a stage 3 я ovarian не cancer. знаю. Это рак был. And it killed her. И рак убил ее. Now, God didn't make that happen. And God couldn't take it away from my family. Бог Бог позволил, чтобы это случилось. But he was Не there with забрал me. это у моей семьи. Но он был со мной. Walking through that. Он был со мной, помог мне, провел меня через I это was fairly new to испытание. recovery. My grandson is now 25, 26. Я тогда был еще новичок в выздоровлении, потому что вот этому внуку уже 25 или 26 лет. And I went to my sponsor and I went, Я пошел к своему спонсору what am I going to do? I got to raise another kid. и говорю, что мне делать? Мне теперь нужно заботиться еще об одном ребенке. Whine, whine, snivel, snivel. Плачу, короче. And he let me go through it a couple of times and then he said, Larry, it spoiled her day too. Он мне говорит, Ларри, ты знаешь, это не только для тебя, для нее это тоже плохой день. And there's a message from my higher power. It's not about me. И вот послание от моей высшей силы. Это вообще не о тебе. My job was to raise a grandson Твоя забота вырастить внука. and comfort a son. And what? Comfort a son. И успокоить сына. Sometimes life hits you. Иногда жизнь бьет вас. That's what I know for me. I can turn it Вот over to я the care. говорю о себе, что я знаю. Вот это я смог перепоручить Богу. Now, if you get to the shoelaces, Если говорить о моих шнурках, when I was younger когда cuter. я был помоложе и покрасивше, and had more hair, и волос у меня на голове было побольше, I ran triathlons. я занимался триатлоном. You know what triathlons are? Знаете, что это, да? Triathlons combine 3 sports. Триатлон – это 3 спорта, соединенные вместе. The biggest one in the world is in Hawaii. Больше всего этим занимаются на Гавайях. You swim 2 miles in Ты the ocean. 2 мили сначала плывешь по океану, You come ashore and get on your bicycle. потом на берегу And ride запрыгиваешь на 125 велосипед, 125 миль едешь на велике, You get off your bicycle потом спрыгиваешь с велика and run 26 miles. и 26 миль еще бежишь. 3 sports. 3 спорта. And when you get off your И bicycle когда ты слазишь с велика, and you have your bicycle shoes on, и на тебе You have твои pick your бутсы, running shoes out of a big stack of running shoes. э, They got them lined up. So I learned that if I put стоит большая, коробка с разной обувью разных спортсменов, и ты должен быстро найти свои. these crazy shoelaces Вот in эти mine, дурацкие шнурки, которые вы видите. I could find them quicker. Это был мой способ, как быстрее других найти свою пару. And I wear it today to remind me of that И joke. я до сих пор ношу их, чтобы вспоминать этот прикол, который я тогда придумал. If you also look, there's an 8 on the side of these. Также, если вы посмотрите, I still run. у меня цифра 8 на кроссовке нарисована. I still run very slowly. Я бегаю медленно. I call it the big butt boogie. Can't get that one through, can you? No. And I buy my shoes 10 pairs at a time. Я покупаю сразу 10 пар обуви. Because the damn companies are always changing them. And if you get one that works for you, you want to keep it. Потому что компании постоянно переделывают обувь. И So I have 7 такие же, pairs как ты купил недавно, ты не найдешь. Если ты хорошие купил, лучше их сразу много взять. lined up in my
И у in меня my где-то пар 7 там стоит closet. одинаковые в кладовке. Each one with different colored shoelaces У всех отличается цвет шнурков. and different numbers on the side. И у всех разные номера нарисованы. Then I have 3 in reserve И 3 еще в резерве. because this is, you Потому know, I что- know it sounds funny and I know it sounds Я знаю, что absurd, это звучит забавно. but I want to tell you, when you're a man as big as I am, Я хочу вам сказать, если вы такого же размера, как я, были бы, you wear out shoes rather quickly. у вас обувь стираться будет быстро. I ran the St. Patrick's Day Я, run with my daughter, just a little 5,000 kilometers. я 5K. бегаю со своей дочкой каждый год на День Святого Патрика. Ну так, чуть-чуть, 5000 километров. Because she's just starting out. 5000 километров? 3 miles. It's a short 5 километров. 5 kilometers. Он Okay. сказал 5000. Yeah, 5,000. Я never говорю, mind. 5000? Он говорит, да, 5000. 5, просто 5. 5 Uh, километров. and I dyed my beard Kelly green. Я крашу себе бороду в зеленый цвет. And we were going to do it. Цвет And the- Ирландии. В этот You день, know да. the people that bicycle and they all get in a row and they all wear the same color clothes and they all have the same bicycle. Знаете, люди You guys have seen those riding around? на великах едут, все одеваются одного цвета, одежду одинакового цвета, велики и такой у них, короче, заезд типа. Went by and the first guy yelled back over his shoulder, "Man with green beard." And I yelled back, 5 adult men dressed alike in tights. Who's crazy? И когда я бегу рядом с ними на этот праздник, кто-то оборачивается, смотри, чувак с зеленой бородой. А я им в ответ кричу, смотрите, куча чуваков на одинаковых великах в одинаковой одежде. Кто из нас больше гонит? So anyway, that's why they are. It's to remind me of that joy and to keep me running. Это все как-то веселит меня, и я продолжаю бегать. And I don't drive, I only ride my bicycle. Я теперь не вожу машину, только на велике езжу. It's okay. You heard it. It's okay. Все нормально. God will take care of us. Бог позаботится о нас. Okay, but Да? more than you wanted to know about me. Мишу забыли? Да. If a person sincerely and honestly follows God's will. Душевная... Громче скажи, а то люди не слышат вопрос. Если человек искренне следует воле Бога, и в конце пути появляется душевная боль, как огонь сгорающий внутри, что с этим делать? Молитва не помогает. В конце пути чуть-чуть объясни мне, что я правильно понял, что это, почему в конце пути. В конце, допустим, действия. То есть не в конце жизни. Нет. If a person tries to follow God's will sincerely and in the end of certain actions that he does, he feels pain inside, huge pain inside that almost kills him. What to do with that? Even prayers don't help. I'm not sure. Я не уверен. In our literature, it talks about we all have the right to pick a higher power, В нашей литературе написано, что and no one can tell us anything. у нас есть право самим выбрать высшую силу, и никто не может нам сказать, в какого Бога мы должны верить. One of the suggestions И одна из рекомендаций is that your higher power – это то, что твоя высшая сила kind должна быть and доброй cares about you. и по-любому заботиться о тебе. Keep praying. Продолжай молиться. Pain. You know, when I was many years ago, Ты знаешь, много лет назад they used to tell us pain was fear leaving the body. нам говорили, что боль – это просто страх, страх, уходящий из тебя. I don't believe that today. Я в это не верю сегодня. I believe that Я though, верю, there is growth on the Что- other side of pain. обратная сторона боли – это рост.
You just got to stay with it, brother. Нужно Talk to расти, people about it. брат. Держись и общайся с людьми об этом. Do you have a sponsor? У тебя есть спонсор? I'm sorry, that's private. I shouldn't have even asked that. Извини, если это личное, что я спросил тебя. Don't only talk to your sponsor. Talk to your other group of men. Говори не только со своим спонсором, но говори с другими людьми в сообществе. I can't trust everybody. I can't talk to everybody. Я не могу верить всем и общаться со всеми на такие темы, например. Yeah, I can, but I'm weird. Ну, я могу, конечно, но я странный чувак. But there is a core of Но men that when I'm having trouble, у меня есть такой костяк мужиков, которые, когда у меня беда какая-то, I will seek them out one я after их the other. найду очень легко, одного за одним. Okay? И они помогут, хорошо? I don't have an answer other than that. У меня другого ответа нет. But I would examine whether or not my higher power brought this pain on me, or if it was my self-will. Но если у меня такая ситуация, я сначала изучу, это что, высшая сила мне боль такую послала? Может, это мое своеволие привело меня к тому, что я чувствую эту боль? And it could be either one. Может быть, по-разному. But that's the start, is to Но decide. для начала надо решить, Okay? в чем проблема. Хорошо? I see the pain in your eyes, and I'm sorry, brother. Я вижу боль в твоих глазах, мне жаль. I'll pray for you. Я буду молиться за тебя. Как правильно выбрать спонсора? Не могут ли мы самому предложить стать спонсором? How to choose a sponsor correctly, and can anybody suggest me that he will be my sponsor? Everybody heard the question? Все услышали вопрос? Как правильно выбрать спонсора, и может ли мне кто-нибудь сам предложить быть спонсором? Ну, чтобы он был твоим спонсором, сам подошел и предложил. Ну да, я же так и сказал. Спонсорство предложить сам человек может ли, да? Такой опыт, да. I don't know that there is one proper way to choose a sponsor. Я не знаю, есть ли какой-то единственно правильный способ выбирать себе спонсора. I have a lot of men who ask me to sponsor them the first time they meet me. У меня много мужиков часто вообще при первой встрече говорят, будь моим спонсором. I will not turn someone down who asks me, Я не хочу отказывать кому-то, кто меня просит. but they don't really know me yet. Но они же меня до сих пор еще не знают. And when they find out that I'm a knucklehead, И если они узнают, что я придурок ненормальный, I wind up helping them find another sponsor. им придется искать другого спонсора. И Такие- мне придется им в этом помогать. The key is to pick one. There's no perfect sponsor. Штука в том, чтобы выбрать кого-нибудь. Ведь идеальных-то спонсоров нет. My sponsor has 90% of what I want. У моего спонсора есть 90% того, что я хотел бы иметь. He's kind, Он he's добрый, caring, он заботливый, he's spiritual, он духовный. and man, he can be an asshole sometimes. И, блин, он иногда ведет себя как полный придурок. So I take 3 out of 4. Поэтому я беру 3 из этих 4. Think about your sports team. If they won 3 out of every 4 games, Подумайте, если бы у вас была спортивная команда, которая бы выигрывала 3 из 4 матчей. Это же круто. but it took me a long time to choose it. Но я долгое время выбирал. And I think I shared, I'll say it again because I'm. Мне кажется, я рассказывал, но some people were not here. Yeah, some people were not here. Некоторых не было, я расскажу сейчас. When I asked my sponsor to sponsor me, I had, I don't know, 16, 17, maybe 20 years. Когда я своего нынешнего спонсора попросил быть моим спонсором, у меня было уже 16, 17, а то и 20, может, лет чистоты. And I still felt like the virgin on prom night. А я чувствовал себя как девственница в первую брачную ночь. I was nervous. Я нервничал. It's like asking that girl to the dance. Это все равно, что первый раз пригласить девушку танцевать. And he finally gave me his kind and loving answer. А он дал мне свой добрый, такой, полный любви ответ. He said, Christ, Larry, spit it out.
Он сказал: Боже, Ларри, да успокойся ты, плюнь ты на это. Because the act of asking, Потому что I've had men try to back into me being their sponsor. If you can't ask me, I'm not your sponsor. I can be your you friend. had men trying to what? To back in. They want me to be their sponsor without ever having to make the official, they say, gee, would you work this step? Ага. Ну, я сказал: успокойся, типа, нормально скажи мне, что ты хочешь, чтобы я был твоим спонсором. Потому что, говорит, у меня тоже такое было, когда люди, типа, как бы просят, например, Ларри, может быть, ты поделаешь тут кое-какие шаги со мной? Я понимаю, что, люблю, чтобы прямо подошел человек и сказал. So look around and see who has what you want. Посмотрите вокруг себя и найдите человека, у которого есть то, что вы хотите иметь. And I don't mean material. Я не говорю о материальных вещах. Has that core У которых есть вот этот стержень. that doesn't speak to the core you have, but the core you want. Не то внутри, что есть у вас, а то, что вы хотите, чтобы And I also- было у вас. I also suggest that they have worked one more step than your work. И также я вам рекомендую, чтобы этот человек, хотя бы на шаг больше сделал, чем вы. I always ask my sponsors, Я всегда спрашивал do своих they have a спонсоров, sponsor? есть ли у тебя спонсор? And, I said this, my sponsors, I know who his sponsor is now, and that's his business, not mine. But I know who his sponsor was, and that was Jimmy K. Я знаю, я рассказывал вчера это, но те, кого не было, не слышали. Спонсором моего нынешнего спонсора был Джимми К, основатель Анонимных Наркоманов до своей смерти. Сейчас у него другой спонсор. That speaks pretty good for me. И для меня этого было достаточно. Just ease into it, but don't let that. Поэтому расслабьтесь. It's one of those double-edged swords. Но вообще-то это палка о двух концах. I can look for a sponsor forever Я ведь могу искать спонсора вечно. as an excuse for not having a sponsor. И использовать это как оправдание вообще не иметь, чтобы вообще не работать по шагам, быть без спонсора. I can't find a sponsor I want, Потому что я не могу найти такого so спонсора, I как я can't work хочу. the steps. Значит, я не могу делать шаги. So I might as well go out and shoot dope. Поэтому в какой-то день я могу себе позволить пойти и употребить. That's kind of how my brain. I mean, that's Так just, разум у меня может I'm not сработать. saying that Не you знаю, что у вас так будет, но у меня бы так башка сработала. pick one. They don't have to be perfect. In fact, I guarantee they're not. Возьмите себе уже кого-нибудь. Не обязательно, не нужно искать идеального. И даже тот, кого возьмете, он не будет идеальным, я вам гарантирую. I drive my sponsees crazy. Я иногда довожу своих подспонсорных до безумия. I do this thing. It's called turning your cell phone off. I turn it off for meetings. I turn it off when I'm spending time with my sweet lady. Потому что Turn it off when I'm going out for coffee with my daughter. у меня есть такая штука, называется выключать свой телефон. Я Makes my выключаю sponsors его, crazy. когда я на собраниях, я выключаю его, когда я со своей любимой женой, и когда я с дочкой иду, например, в кафе посидеть, пообщаться, я тоже его выключаю. И мои подспонсорные прямо с ума сходят из-за этого иногда. But again, I'm old school. I got clean before we had sponsors. Но, опять же, I я mean, же cell phones, я I'm же not- старой школы, я же выздоравливать-то начал, когда еще вообще никаких телефонов сотовых не было. If I didn't tell you, and I probably did, Я не помню, опять же, говорил. the reason the world service of Narcotics Anonymous was run out of Jimmy K's home Единственная причина, по которой первый офис обслуживания мировой анонимных наркоманов находился у Джимми Киннона дома, because he was the only one that потому had a что job он единственный был из and a первых telephone. членов НА, у которого была работа и был дома телефон. You know, Вот и все. and I don't know that he ever turned his off, but I do. Я не знаю, выключал он его когда-нибудь или нет, но я свой иногда выключаю. Okay. Саша. У меня такой вопрос, что как найти честность при написании шагов? У меня просто бывает такое, что мне кажется, что я нечестно пишу. How to
be honest when you write the steps. Sometimes you feel that he is not honest and it bothers you. I'm going to tell you, Я вам скажу, if you feel that you're not honest, если чувствуешь, что ты нечестен, ask the question. Read the question out. Tell them the question. I don't know if everybody heard it. спрашиваю, это все слышали вопрос, да? No? Okay. If you feel like Если you're not being чувствуешь, honest, что ты нечестен, you're not. значит, ты нечестен. And you can change that. И это можно изменить. You can talk to your sponsor, Ты можешь поговорить об этом со спонсором, or you can pray and meditate about it. и ты можешь помолиться и помедитировать об этом. I used to tell my sponsor, Я любил говорить своему спонсору, the mother program has that phrase of there are people who are constitutionally вы знаете, incapable в программе анонимных алкоголиков есть фраза, есть люди, которые of страдают rigorous хронической нечестностью self-honesty. перед собой. And I used to try and use that. I would tell my sponsor, maybe I'm one of those people that's constitutionally incapable. И я говорил своему спонсору, слушай, может это обо мне, может это я как раз патологически нечестный перед собой человек. And he told me, if you can ask that А question, он мне говорил, если ты способен задать этот вопрос, you're not incapable, you're lazy. значит ты не хронически нечестный человек, а просто ленивый. And I would suggest the same if I'm feeling this dishonesty. You know, Я рекомендую тебе использовать эту штуку, если ты чувствуешь, что ты нечестный. another stupid story. Sorry. Еще одну дурацкую историю, извиняюсь, расскажу вам. There are three things: Есть три вещи. factual honesty, Честность, реальная честность, complete honesty, and rigorous honesty. If I go to a motel with a woman and the guy says, "Are you married?" and we both say yes, we are giving him an honest answer. First one was what? Honesty. Honesty. What? Factual. What? Factual honesty. Мгм. The facts are all the Мгм. truth. Да, правильно понял. Есть три вида честности. Первая – это фактическая честность, то есть основанная на фактах. Вторая – это the second one was. Honesty. Just honesty. Вторая – это просто честность, а третья – это неумолимая честность. And if we're being honest, we'll say yes, but not to each other. Например, если я в мотеле с какой-то женщиной там тусуюсь, и нас, когда мы номер снимаем, спрашивают, вы муж и жена, мы говорим да. Это честно. Но If I'm practicing rigorous, я не понял, короче, что он дальше там говорил, но типа вот более честно будет, если мы скажем, что да, мы женаты, но не друг на друге. if I'm practicing that rigorous honesty, with it comes integrity. If I'm practicing rigorous honesty, I'm not at the hotel at all. Да, я так понял. То есть фактическая честность – это сказать, да, мы женаты. Настоящая честность – это сказать, да, мы женаты, но не друг на друге. А неумолимая честность, с которой, кстати, вместе идет и достоинство, это вообще не быть в этом отеле. You're on the path to integrity. Поэтому, возможно, ты на пути к достоинству. Don't quit. Keep working at it. Самоуважение, достоинство. Поэтому работай дальше. The payoff is great. Потому что дивиденды огромные от этого. Do you see dreams at night? Some negative dreams maybe you have at night. Like of using or something. Using dreams. Про употребление в смысле сны, да? We dream about what we've had in our lives. Нам снится в основном что-то связанное с тем, что было у нас в жизни. I had a sponsee call me У меня было такое, подспонсорный звонит мне and he said, и говорит, I just had a horrible у using dream. меня ужасный сон был, я там употреблял. And I said, I got two questions. Я говорю, у меня два вопроса к тебе. Were the drugs any good? And was I in the dream? Наркотики это хорошо, и было ли это во сне? Our dreams do not have power.
over У us. снов ведь нету власти никакой над нами. I don't think I've done it since I've been here. Два вопроса. Ну как, нормальные наркотики были? Кайфанул нормально? И второй вопрос. Во сне это было? I don't think I've done it since I was here, but I have horrible nightmares sometimes about the wars I fought in. Я не скажу вам, как насчет наркотиков, но мне иногда снились страшные сны по поводу войны, о войнах, в которых я воевал. And they're just something that happened to me. They're a reminder that the Это person that I don't want to be. что-то, что происходило со мной раньше, и во сне приходит напоминание, и опять же, это все о том человеке, которым я не хочу больше быть. You know, they don't have any control over me. Сны же не могут меня контролировать. They're uncomfortable. I haven't had a using dream in many, many, many years. Я на самом деле, мне не снилось употребление уже много лет. But I got to tell you, Но я вам скажу, just recently I found myself in the aisle with the beer at the store, just staring недавно я как-то стал что-то в супермаркете и смотрю на пиво, at these beers смотрю, that I'd never had. и смотрю такие сорта, которые я и не пил никогда. And my brain was telling me, И разум начинает говорить мне, I wonder what that tastes like. интересно, а вот это какой на вкус? I don't know why I listen to my brain. Я не знаю, что я слушаю свой разум. If there's one thing that's given me consistently bad advice, Если какая-то часть моего разума постоянно дает мне хреновые ответы, but I was with my советы. daughter at the store and she came up behind me and said, "You're crazy." Дочка была со мной тогда в магазине, она сзади подошла ко мне и говорит, папа, ты что, с ума сошел? Let's go get the eggs and milk and go home. Пошли яйца, молоко купим и домой. That's my experience with dreams and thoughts about using. Вот какой у меня опыт по поводу снов и мыслей об употреблении. Wake up and when you discover you haven't used, Проснулся, обнаружил, что не употребил. go, all right. Скажи, ну ништяк. That's all? Oh, okay. Зачем было написано руководство по работе по шагам? То есть, что базового текста не было What достаточно? for did they Чтобы write жить the по шагам. step working guide? Wasn't the basic text enough for addicts to live and work the problem? Why did they write the step working guide? Did everybody hear the question? Все слышали вопрос? Somebody in the hall said, burn it down. The answer was in the question. Вопрос в ответе. Ответ вот в вопросе, который она задала на самом деле. Why did we write the step working guide? Нафига мы написали руководство к работе по шагам? Wasn't Неужели the basic text базового текста enough for addicts? не хватало наркоманам? The key word is addicts. Ключевое слово зависимым, наркоманам, зависимым. There's a real negative interpretation that says it's about making money. Есть одно негативное объяснение этому. Многие говорят, что ради денег. I don't buy that. Я не очень на это ведусь. I think some people Я думаю просто, said, что часть людей сказала, we had these step working guides, у нас есть разные вот такие вот вопросники, как я передал, для работы по шагам. Vito's and Greg P's step working guide, Например, то, что Грег Пи написал, и то, что Вита написал. one out of Texas, И то, And что people из in the Техаса fellowship пришли известные способы работы по шагам. said, we need a guide that is for everybody. И люди начали говорить, а давайте напишите нам что-нибудь такое единое для всех. How many people here have worked with the step working guide? Сколько людей здесь имеют опыт работы с руководством для работы по шагам? Makes me cuckoo. О-о, я чувствую себя куку, говорит. Негативную. Честно. Negative experience or what experience? With me? С руководством. Все уже ему объяснили давным-давно, еще до того, как он приехал. Еще Дункан ему рассказал, что он тут увидел. Все нормально, не волнуйтесь.
и Рустам здесь. То есть опыт имеем, They но are asking, негативный опыт. are you asking who has got experience or who has got negative experience in working with step Есть опыт, но негативный опыт. What's yours? I'm not going to rate negative or positive. Я не хочу давать оценки, Mine позитивные или негативные вообще, has been in the middle. потому что у меня оценка какая-то посередине будет. I think it lends itself to one-word answers. You won't get clean with one-word answers. Потому что they write a lot there. You hear it, Don't yeah. don't write one word answer. The problem is they keep writing a lot. Yeah, And I knew that. I was going to get to that. Yeah, I was going to get to that. For me, the one-word answers. Для won't do меня it. в Америке отличается, как они пишут. Они берут руководство, говорит, и пишут ответы в одно слово. Да, нет, было, не было. Я считаю, что такой способ. But writing 100 pages will make you crazy too. И такой способ. И написание очень-очень много текста, сотни страниц, как я слышал, здесь делают, не приведет, не даст вам решения. So we have good people Есть у нас хорошие люди, who think they've been asked to do something, которые думают, что их попросили сделать Write a что-то, step-working написать guide. для нас руководство. and they work on it. Они поработали над этим. And here's our mistake, in my opinion. This И, is, please, по-моему, ошибка, ну, пожалуйста, поймите, что это лично мое мнение, I could be wrong. что я могу ошибаться. We turned the writing of our literature over to По-моему, professional writers. По-моему, мы перепоручили написание литературы для нашего анонимного сообщества профессионалам. Because we want good grammar, Потому что мы хотели, чтобы там правильно слова расставлены были, грамматика. and they are not addicts. Но они же не зависимые, часть из них. So that's been my experience. Но это мой опыт. I again will lay them all out, including the step working guide. Опять же, я раскладываю их все, как сказать, And work through руководства, them. которые мне доступны, включая и руководство, о котором мы сейчас говорим. But I would never be so presumptuous. Presumptuous? Good word? I would never be ego-driven. Well, I can be ego-driven. I would never tell someone which guide to the word. Yeah, I got what presumption. Yeah. То есть они у меня все есть, я могу их разложить на столе, но я не буду заставлять кого-то работать именно по одному из них руководству. But I'm lucky because they're all in English. Но мне повезло, потому что вся эта литература на английском. And translating them to Russian И перевести что-то на русский is a task some of us are talking about now. – это задача, над которой некоторые из нас уже сейчас говорят. So that's what I can tell you about it. Вот I что я don't think it могу was сказать. necessary. Я не считаю, что создавать это руководство было необходимостью. How about the It Works How and Why? Was it necessary? А как насчет, что вы думаете про книжку «Это работает как и почему»? Нужна она? Нужно было ее писать? I think it's a wonderful book. But you Я know why it считаю, got что written? это замечательная книга. Вы читали ее? Got written because AA has a 12 by 12. А ее написали только лишь по той причине, что у анонимных алкоголиков есть книжка «12 шагов, 12 традиций». Нужно было написать такую же. And if they did it, we had to. Потому что если у алкоголиков есть такая книга, у нас должна быть своя. But I happen to think it's a wonderful book. Но я продолжаю думать, что это классная книжка. It takes what's in the basic text and gets even further into the meat of what we do. Она берет основы, которые написаны в базовом тексте, и еще углубляется дальше, так сказать, в самое мясо того, что у нас есть. How much time does it take you to guide a newcomer through all the steps? Okay. A newcomer through all the steps. Новичка по всем шагам. I make sure they continue moving. I will give them. The truth is, if you ask me to sponsor you and you've got some time, I'm not your daddy. Сначала он сказал, я слежу за тем, чтобы они шли If you want to get what I шаг за got, шагом, потом переключился, говорит,
Если вы уже какое-то время находитесь в сообществе, обратитесь ко мне. Do what I did, work the steps or die. Я вам скажу, делай то, что я делал. Шагай или помрешь. So, but a newcomer, I Но will give новичок, more guidance to, and I don't set a time limit. I've understood, No. I've talked to some people and say in Russia, they Нович- kind of do some time limits. новичку я не ставлю каких-то временных рамок сильных. Я слышал, в России некоторые ставят временные рамки. But if we went over, I would say 6 or 8 months, Я бы сказал, ну что-то около полугода. I would wonder. What, I don't get it. You do it in 6 months. And what do you say? I would For a wonder. newcomer. If we went over that, I would wonder, are we not working on it? Now, be a given. If you're a newcomer and you work the steps in 6 months, you're going to have to do them again. This is not, but to be part of our fellowship and feel like you're making progress, get through them. There's plenty of time to digest and to reevaluate and do, more work. I don't know anyone with long-term clean time that has only worked the steps once. Понятно. Говорит, что мы не ставим временных рамок, и если это делается меньше, чем за полгода, скорее всего, мы сделали быстро, и нужно будет возвращаться к этому. Я сторонник того, чтобы очень тщательно это все делать. Вот. Но также помните, что человек же не бросает работу по шагам, и мы будем возвращаться к каким-то вещам и делать их. Ну, для того, чтобы стать активным, but in order to become an active member of fellowship, what did you say about that? Work the steps, get through them, and then you can go back and work them again. So start from the very beginning. Yeah. But you said earlier today that you don't think that people need to start from the very beginning. I didn't get that. Like get to 12 and go back to the first one. Work the steps, get to 12, finish 12, and at some point you're going to want to go back and do them again. Мгм. I do Сейчас я not понять пытаюсь, сложно. go back right now and start 1 through 12. But I will call my sponsor and say, I think I got a spiritual issue, and he will say, let's look at the 6th, 7th, and Да. we work Он that way. сначала говорит, что сделать все шаги с человеком, и он станет активным членом сообщества после этого, и мы возвращаемся к началу опять. Я ему говорю, как ты же сегодня говорил, что ты не сторонник этого. Он говорит, я не это имею в виду, а то, что когда человек дойдет до постоянных шагов, 10, 11, 12, у него само появится желание уже с новым пониманием вернуться и что-нибудь проделать. Например, как я же сегодня не делаю, говорит, шаги с начала до конца, но если у меня какая-то духовная проблема, я обращаюсь к спонсору, он говорит, ну, а давай-ка посмотрим на 6-й, 7-й шаг в этом вопросе. То есть вот так вот возвращаемся. То есть шаги не делаются один раз, а все равно нужно будет возвращаться и делать определенные шаги. But One more question. the thing I wanted to understand for myself. He's asking a question. But 10, 11, 12, you do it all the time. Mhm. So this is like, well, тяжело мне с непривычки перевожу. 10, 11, 12, he's saying, I do them all the time. I do. Короче, я же не пользуюсь английским 90% своего времени, 99%. Вообще иногда тяжко бывает. Я спрашиваю его, ну ты же имеешь в виду, что 10, 11, 12 в любом случае они делают при этом? Он говорит, да. Потому что без этого я вообще не понимаю тогда как. Для себя лично. Вопрос по страхам. Страх, да, вот причина у вас там беспокойства, там, всего. Я вижу страх, да, что я с ним делаю дальше? Ну, вот что он с ним делает дальше? She asked about страх, причина нашего беспокойства. Страхи, она говорит, когда возникает какой-то страх, что он с ним делает? When a fear appears inside you, what do you do with the fear? What's the other side of fear? Какая другая сторона страха, обратная? When I was out there, when I was using, I thought Когда я употреблял еще, the other side of fear was courage.
Я думал, что обратная сторона страха – это смелость. And that led me to do all those crazy И things. поэтому я совершал всякие безумные поступки. The other side of fear is faith. А обратная сторона страха – это вера. What do you do when you face the fear? I try to turn it over to Я God перепоручаю Богу and look at my fear. и смотрю на свой страх. What am I afraid of? Чего я боюсь на самом деле? That everybody that knows me will run to the mountains screaming and yelling, get away from me? One more time. What's the big fear? That everybody that loves me is going to run out because of something, that's happening? Or is the fear Например, того, что из-за того, что я что-то делаю, те, кто любят меня, вдруг бросят меня, уйдут от меня, или еще что-то случится? Какой большой страх за этим стоит? the fear for me was I thought if I got rid of all my character defects, Например, страх у меня был, что если я избавлюсь от всех своих дефектов характера, there wouldn't be anything left. у меня нифига не останется. Uh-oh. We had a question. I'm sorry about that one. Простите. Hmm? For which one? Not answering this one. Did you get an answer? Я прошу прощения, что сразу на этот не ответил. Keep working. Ты получил ответ? Продолжай работать. Так, где у нас автор вопроса? Ушел? Хреново. А чё? Может, он вернется? Ладно. Спасибо. Вот ты прожил длинную жизнь, и у тебя большой опыт. В чем твое предназначение? Почему это правильный выбор для тебя? You lived a long life and you have a lot of experience. What are you living for? What's your what are you made for? My purpose in life. Your purpose in life, yeah. And why is it the right choice about yourself? Why do you think that this is the right choice? This purpose is the right one? Okay. And you read it. Everybody's got it. Mm-hmm. I have lived a long life. Да, я прожил долгую жизнь. I don't know. It's easy for me to say I'm going to be clean till I die because Я не знаю, легко, конечно, мне сейчас говорить, да, я останусь чистым до конца своих дней. it just ain't that far off. Но на самом деле это не так уж далеко я продвинулся. What I know is the right thing for me То, что я знаю точно, is guided by this fellowship. I know that down here where I live, I know that I have a worthwhile thing to give back to this world. And maybe that will help make up for all the damage I did to this world. под руководством вот этого вот сообщества, в котором я нахожусь, я сегодня понимаю, что то, что я получил, то, что есть у меня сегодня, я могу делиться этим. Вот это мое предназначение. И более того, я даже благодаря этой программе могу исправить многие ошибки своего прошлого. Вот что у меня есть. Ну, наверное, я не знаю, закончил. Are you finished? The second one is why 12 steps. Why 12 steps? Тут второй еще вопрос. Почему 12 шагов? Well, some people will tell you there's 13 steps. Многие люди говорят, что их 13. In New York City, there actually was a 12-step program that had 13 steps. It wasn't our program, but it was called Narcotics Anonymous. В Нью-Йорке была когда-то программа, в ней было 13 шагов, ее тоже называли «Анонимные наркоманы», но это была не наша программа. And the step it added was, God help me. И 13-й шаг, который добавили, он звучал «Боже, помоги мне». I think there's 12 steps because Я думаю, 12 шагов, потому что... that's what the writers were guided to give. And you know who the writers were? Он отвечает, почему их 12, вот так он вопрос понял. Но это же не об этом было. Почему он выбрал 12 шагов? Originally, of course, they were not in Narcotics Anonymous. 12 их, потому что вот так они были переданы тем, кто их записал. Вот. На твои вопросы отвечаем. Ты уже отвалил? Пришел? Можно вопрос?
А? Are you tired? Можно вопрос, пожалуйста? Сравники. Исход большинства из них, можете сказать. Опыт. Ну, знаете ли он такие, как постоянно живает там 10, 20, 30 лет, там смерть, или там буддизм, или я знаю. В смысле, что им помогает? Или просто что? Что я не пойму вопрос. Приходит ли они в программу, большинство из них, или уходят, умирают? He asks about the serial relapsers that you know that even relapse in being 20 years in the program all the time, 30 years and all that. Do they come back or they usually die? Or what happens to serial relapsers that you know? Okay, Ладно. if you jump out of a building Если вы выпрыгнете из окна здания, and you're on the first floor, и вы будете на первый этаж придете, you're going to get up and walk away. If you're on the 20th floor, если из первого этажа вы выпрыгнете, вы просто встанете и пойдете. А если с 20-го, you're going to die. вы умрете. Serial relapsers, Постоянные срывники. and I'm not exactly sure I believe in serial relapsers. Я не очень верю вообще в это понятие постоянные срывники. They know where to come Такие люди знают, куда вернуться, when the time is right. когда приходит этот день. I can only stay clean and make sure the door's still open. Все, что мне надо делать, это оставаться чистым и следить за тем, чтобы наши двери были всегда открыты. Somebody saved me a seat in the front row, I'm going to save that serial relapser a seat right beside me. Если кто-то для меня, так сказать, держит кресло, чтобы у меня был стульчик, я приберегу стульчик для серийного срывника, который вернется. When people go out, they die. Когда люди уходят от нас, они употреблять начинают, они умирают. Or worse yet, they don't die. Вот. Or worse yet, they Или, don't что die. еще хуже может произойти, они будут употреблять и не умирать. That's something I really believe in. I'm not afraid of going out and dying. Вот во что я верю. Я не боюсь того, что я сорвусь и умру. I'm terrified of going out and not dying. В своей голове, если я представляю, то мне не это страшно. Мне страшно, если я буду употреблять и при этом оставаться живым. Make everybody wish that I die. И при этом все остальные вокруг будут желать моей смерти. Okay, and I don't know if I'm terrorized that. You know, Я не bottom знаю, line, мне кажется, я как-то это слишком страшно описал. I have 28 years. Ну, у меня сейчас 28 лет чистоты, поэтому может. 28 years is easier than 28 months. 28 лет все кажется проще, чем 28 месяцев. 28 months is easier than 28 weeks. На 28 месяцев проще, чем 28 недель. 28 weeks is easier Ну than и так, 28 minutes. 28 дней, 28 минут. That hardest time to stay clean is that first day. Самое трудное время чистоты – это первый день остаться чистым. I stay clean because it's easier than getting clean was. Я остаюсь чистым, потому что оставаться чистым проще, чем обрести чистоту. And our disease really is truthfully outside the door doing push-ups. И You never heard that before? I forgot what is it. Our disease is outside the door doing push-ups, waiting for us to come out. It is getting stronger. Наша болезнь там за дверью отжимается, делает зарядку и ждет, пока мы выйдем, чтобы нас хавануть. Are we done? Or break? Ждет, когда мы вернемся к ней. Мы закончили или нет? Done. Да? Thank you for letting me come into your house. Спасибо за то, что позволили мне прийти в ваш дом. Время нашего собрания подошло к концу.